Максим сидел у барной стойки и грустил. Почти каждую пятницу мужчина ходил сюда и проводил вечер после работы. Обычно с ним ходил кто-то из коллег, но сегодня все оказались чем-то заняты. У кого-то была жена, у кого-то девушка, а он все никак не мог познакомиться с кем-то, с кем ему было бы хорошо. Да, именно так, хорошо, а больше ничего и не надо. «Можно мне повторить?» – попросил он бармена. Тот молча наполнил его бокал и протянул. Мужчина отхлебнул и начал оглядывать посетителей. В основном за столиками сидели компании, реже парочки. За барной стойкой с другой стороны сидела девушка. Максим наблюдал за ней уже полчаса. Девушка тоже, как и он, была одна. Это была миловидная блондинка с темно-русыми прядями. Она была в джинсах и свободном худи. Сейчас так многие ходили. Молодой человек очень хотел подойти к ней, но боялся. Он всегда ругал себя за свой робкий характер. Может быть, поэтому он и был до сих пор один. Но ничего не мог с этим поделать. Пока он сидел и разглядывал девушку, в мечтах уже встречался с ней. Та вдруг встала с места и направилась в его сторону. Она решительно подошла прямиком к Максиму, поставила свой бокал и села рядом с мужчиной на соседний стул. «Молодой человек, можно с вами познакомиться?» — сказала она и обворожительно улыбнулась. Максим слегка обалдел, ответил: «Можно». «Меня зовут Виктория, а вас?» «Меня Максим», — ответил он. Еще ни разу девушки не знакомились с ним сами, да еще и такие симпатичные. Да, он полчаса собирался с духом, чтобы подойти, но она опередила его. «А почему ты один?» — спросила она, переходя на «ты». «Где твоя девушка или друзья?» «Нет у меня девушки», — буркнул молодой человек. «А друзья все оказались заняты, вот и сижу один». «А ты почему одна?» «Я с парнем недавно рассталась. Он пытался командовать мной и считал, что я должна для него готовить, стирать и убирать, а я за разделение домашнего труда поровну. Ведь я не домохозяйка какая-нибудь. У меня отличная работа. Я зарабатывала больше, чем он. Вот ты, Максим, как считаешь, все домашние дела должна делать одна девушка?» Максим никак не считал. Он жил один и все делал сам. Постоянной девушки, с которой они бы вместе жили, у него еще не было. Но ведь если подумать, когда и мужчина, и женщина целый день работают, то вечером они могли бы делать все вместе. Его отец всегда во всем помогал матери. «Нет, наверное, они должны все делать вместе, помогая друг другу во всем», — ответил он, пожимая плечами. «И это правильный ответ», — ответила Виктория. Весь вечер они весело проболтали, даже немного потанцевали, а потом девушка засобиралась домой. «Давай я, что ли, провожу тебя? Ты далеко живешь?» «Нет, недалеко, но пешком я не пойду, сейчас такси себе вызову», — ответила она. «Может, и тебя по пути домой забросить?» — предложила она. «Это уже получается, как будто ты меня провожаешь, а не я тебя», — сказал Максим. «Ничего страшного, мне так удобнее». Они разъехались по домам, на прощание обменялись телефонами. Утром, едва проснувшись, Максим хотел позвонить Виктории, но решил подождать немного, чтобы так сразу не навязываться. Девушка опять сделала первый шаг, она позвонила раньше и позвала парня в кино. Так они и начали встречаться. А через пару недель Вика переселилась к молодому человеку. Она считала, что если люди нравятся друг другу, то зачем тянуть? А парень и не возражал. Вообще Виктория любила все держать под контролем, принимала большинство решений сама. С виду девушка была стройная и хрупкая, а по характеру очень своевольная и твердая. Максим перестал ходить в бар по пятницам. Вика не хотела, чтобы он ходил один куда-нибудь, а у него и желания не было. После работы ему хотелось скорее домой к своей любимой командирше. «Макс, пошли сегодня в наш бар», — предложил как-то его коллега. «Ты совсем перестал ходить с нами?» «Мне нужно домой, да и Виктория хочет, чтобы я ходил куда-либо только с ней», — ответил мужчина. «Еще скажи, что ты дома ужин варишь и уборку делаешь», — язвительно сказал он.
Да, варю и уборку делаю. А ты что, в грязи живешь? Ты просто подкаблучник. Вроде с девушкой жить совсем недавно начал, а она уже так тебя под себя подмяла. Просто я считаю, что нужно помогать второй половинке, любить ее. Да и зачем тогда вообще девушка, если продолжать ходить везде без нее? Подкаблучник, опять повторил он. Может быть и подкаблучник, пожал плечами Максим. Зато я счастливый человек. У меня теперь есть тот человек, с кем мне хорошо.